по международным делам и вопросам Валерий Ковалевский. И он прямо сейчас у нас на связи. Здравствуйте, Валерий. Здравствуйте. Так, мы знаем, что у вас немного времени, нас предупредили, сказали, что вы к нам максимум на 5-7 минут, поэтому, собственно, об этом мы с вами и поговорим. Скажите, пожалуйста, Валерий, значит, в курсе мы, что есть определенные важные успехи на международной арене у офиса Светланы Тихановской, но хотели бы вот что узнать. Сейчас постоянно говорится о том, что вот-вот ЕС примет 4-й пакет санкций. Расскажите нам, пожалуйста, действительно ли нам стоит с таким ажиотажем ждать этого пакета? Это моя бабушка тоже очень про пакеты всегда интересуется. Действительно ли нам стоит ждать этот пакет санкций и к чему он приведет и как он поможет в разрешении нынешней ситуации? Да, безусловно, пакета стоит ждать, он обязательно поступит. Более того, будет пакет не только от Европейского Союза, будет пакет и от Соединенных Штатов. Великобритания тоже ведет свою политику внешнюю, Канада также готова применять дополнительные меры. Но вместе с тем любые санкции, любое внешнее давление несопоставимо уступает внутреннему давлению. Это и внутренний протест, и продолжение сопротивления, и солидарность белорусов, которые остаются в Беларуси. Так, из того, что вы сказали, Валерий, понятно, что из-за западной границы нам стоит уже скоро ждать пакет с пакетами, которые, вот знаете, как у каждого на кухне есть, пакеты санкций есть, и это все будет давление снаружи. Вопрос к вам, как представителю по международным делам и вопросам. Встреча Путина и Лукашенко в Сочи. Вот как бы вы ее оценили? На что это вообще было похоже? Вот то, как это транслировалось телеграм-каналами, приближенными к Лукашенко, вот этот его пул журналистов показывали вот эти дары с колбасами, катание на лыжах. В общем, по делу ничего не рассказали. Может быть, вы нам поясните, что же там происходило-то в Сочи? Мне это напомнило попытки сделать хорошую мину при плохой игре, при довольно плохой ситуации для Лукашенко. Он пытается разыгрывать достаточно нормальные условия для себя, для Путина, что внешняя политика продолжается, что дружеские отношения и такие очень партнерские отношения с Россией продолжаются. Но, тем не менее, о результатах нам практически ничего не известно. И это одно из отличий, таких фундаментальных отличий белорусской внешней политики времен Лукашенко. Это то, что мы практически ничего не знаем. Белорусы ничего не знают о том, о чем договаривается Лукашенко. И я бы сказал напрямую, как он нас, за сколько нас продает каждый раз, когда он встречается с российским руководством. Вот эта вот непрозрачность, неоткрытость белорусской внешней политики, она на самом деле очень вредна для того, как мы понимаем, как обеспечиваются национальные интересы и как белорусы участвуют во внешней политике нашей страны. Поэтому можно оценить результаты в целом как печальные, малоинформативные, ничего они не дали в плане понимания отношения России к белорусскому вопросу, к ситуации в стране и в том, каким образом Лукашенко будет разрешать эти проблемы. Как и после ВНС, мы не увидели ни одного решения, которое бы действительно разрешало существующие в стране проблемы. Валерий, скажите, пожалуйста, я думаю, что вы следите за новостями и видели новость о том, что вот-вот, скорее всего, в ближайшее время, во всяком случае, так сообщают российская газета «Коммерсант», если не ошибаюсь, ссылаясь на свой источник, близкий там к Кремлю, в Беларуси поменяется посол. И может стать Евгений Лукьянов. Это человек, который занимал место посла в Латвии. Часто говорил о том, что без России никому не выжить, в плане бывших постсоветских республик, что Донбасс это Россия, Крым Россия. Вот это вот такой абсолютно пророссийский империалист невероятный. Скажите, пожалуйста, слышали ли вы об этом и с чем может быть связана смена посла в Беларуси, учитывая, что и предыдущий заявлял самые невероятные вещи о том, что Беларусь, например, должна понимать, что без России никуда. Да, я слышал об этом назначении, точнее, о готовящемся назначении. Похоже на то, что это довольно типичный российский дипломат, у которого очень обыкновенное мышление, взгляд на мир достаточно упрощенный. Ничего нового не сказал. Во всяком случае, те цитаты, которые приводились в его исполнении, они показывают достаточно рядового российского дипломата, который смотрит на мир как на такую второстепенную, второсортную территорию для России.
С чем связано назначение, или точнее смена Мезенцева, говорят о том, что его могут назначить в Совет Безопасности России, но вполне возможно, что это связано с необходимостью пересмотра российской внешней политики в отношении Беларуси. Похоже на то, что Мезенцев не до конца соответствовал той роли и тем ожиданиям, которые на него возлагали в Кремле. У него достаточно хорошие отношения сложились с Лукашенко. Может быть, и это тоже какая-то причина, часть причины того, почему его отзывают в России. Валерий, еще скажите, пожалуйста, сегодня, ну, ни для кого не секрет, для тех, кто смотрит наш стрим, видимо, это люди, которые понимают все происходящее и знают, что, ну, офис Светланы Тихановской находится в Литве. Вот сегодня в Литве была новость о том, что представители белорусской диаспоры отправились к офису компании Яра, которая есть представительство и в Литве, и там провели пикет с требованием о том, чтобы Яра прекратила таки сотрудничество с Беларусь-Калием. Скажите, пожалуйста, вообще эта тема, которая очень сильно тоже педалировалась и поднималась в конце осени, зимой, там в декабре, о том, что белорусы писали петиции и просили все компанию Яра надавить на Беларусь-Калий, вот она там надавила. На самом деле, вот как бы вы оценили необходимость и откажется ли компания Яра от сотрудничества с Беларусь-Калием? Если да, то к чему это может привести? Ну, во-первых, я должен сказать, что мы не участвуем в этом протесте, мы не участвовали в его организации, но мы понимаем, почему. Мы понимаем, почему белорусы продолжают настаивать на том, чтобы Яра International прекратила отношения с Беларусь-Калием. Достаточно сложная тема, и у Яра International есть свои доводы в пользу того, чтобы продолжать сотрудничество, поскольку они думают, что это поможет влиять каким-то образом на процессы внутри Беларусь-Калия и поможет защищать интересы рабочих. Есть также и позиция белорусских профсоюзов независимых, есть и позиция стачкомов, которые зачастую могут расходиться. И в то же время для нас важно было бы видеть, что международные компании, ответственные компании с хорошими технологиями и с корпоративной ответственностью, что они действительно прикладывают реальные усилия для того, чтобы добиваться обеспечения прав трудящихся на предприятиях в Беларуси, с которыми они сотрудничают. То, что сделала Яра, у них есть определенные успехи на этом направлении, но тем не менее сказать о том, что все права рабочих на Беларусь-Калии соблюдаются, и более того, самое главное – это право на стачку, которое означает, что могут быть и политические требования у рабочих, все-таки эта цель еще не до конца достигнута. Валерий, спасибо большое, что уделили нам время. Вот еще вопрос здесь писали, спрашивали. Валерий, расскажите, а что там дальше? Когда в Штаты, когда к Байдену? Вы уж извините, что я так задаю вопрос, но задаю, как его написали. Нет, спасибо за вопрос. Да, мы обязательно попадем в Соединенные Штаты, и да, мы надеемся на то, что состоится встреча с Джо Байденом. Мы над этим вопросом сейчас работаем, разрабатываем программу поездки Светланы Тихановской в США. Вопрос непрост, прежде всего потому, что в США достаточно сложная ситуация с ковидом. Она сложная везде, но в США сейчас к этому вопросу подходит более ответственно, чем при администрации Трампа. Есть ограничения на встречи международные у Джо Байдена и у высшего политического руководства США. Поэтому полететь в Вашингтон мы можем в любой момент, но это не означает, что мы сможем встретиться с президентом США. Мы можем даже сегодня сделать интересную, насыщенную программу пребывания в Вашингтоне и можем встретиться с самыми широкими кругами в США, но в то же время для нас очень важно получить политическую поддержку от руководства Соединенных Штатов, и Джо Байден – это тот человек, который наверняка окажет серьезное влияние на ту динамику, которая происходит в Беларуси. Встреча такая, она будет иметь значительное звучание во всем мире, не только в Беларуси. На это внимательно следят и наши соседи с востока, и с юга. И Китай очень заинтересован в том, как развиваются отношения Светланы Тихановской и администрации Байдена. Поэтому мы будем добиваться того, чтобы эта поездка произошла в полном формате. Валерий, тут еще такое дело, вот обещал последний вопрос, вот теперь прям вот все, вот больше не буду смотреть в комментарии, но это спрошу. Здесь вовремя напомнили интервью Светланы с Дмитрием Гордоном, там, скажем так, я думаю, что вы успели посмотреть его.
Там Спасибо за был очень вопрос. хороший момент с вопросом про Крым, и замечательный ответ Светланы был на этот вопрос. Скажите, пожалуйста, предусмотрены ли в ближайшее время какие-то звонки, созвоны, встречи с представителями официального Киева? Потому что, судя по интервью, все может быть. Ну, может быть, Все может быть, начнутся. да, все действительно может быть, и мы ничего не исключаем. У нас уже были контакты с министром иностранных дел Украины, у нас у Светланы Тихановской была очень успешная, теплая и продуктивная встреча с парламентариями Верховной Рады. Все поступательно, мы идем в этом направлении. Украина наш ближайший сосед, друг, брат и партнер, поэтому, безусловно, в этом направлении мы будем продолжать двигаться и добиваться того также, чтобы наши контакты выстраивались уже на самом высоком уровне. Валерий, спасибо, что уделили нам время. Успешного вам продолжения рабочего дня. Спасибо, Евгений. Спасибо большое.